Каждому человеку в той или иной мере знакомо состояние скуки. Переживать это не очень приятно, поэтому люди сразу стремятся занять себя чем-то, чтобы перестать скучать. В некоторых случаях этого бывает достаточно, но случается и так, что обычная занятость не помогает. В связи с этим, прежде чем искать способы, чтобы справиться со скукой, надо разобраться в ее причинах. Зависимость от скучных событий – это обычная и, пожалуй, самая безобидная причина скуки. Ее может вызвать неинтересный сеанс кино, скучная лекция, конференция, ожидание транспорта, унылая беседа и тому подобное. Такую скуку испытывают дети, если им не интересно. Положительная сторона заключается в том, что это состояние кратковременное, так как с окончанием события человек перестает скучать. Во многих случаях оно легко преодолимо. Во время ожидания, например, можно занять себя чтением или прослушиванием музыки. Проблема появляется тогда, когда состояние скуки перестает быть зависимым от какого-то события, а распространяется тотально на всю жизнь. В этом случае причину нужно искать не во внешних событиях, а во внутренней жизни человека. Страх перед своими желаниями. Бывает, что привычный уклад превращается в рутину и возникает желание что-то изменить. В этом смысле сразу появляется множество препятствий. У меня не получится, нет времени, близкие плохо отреагируют. В результате возникает ощущение, что изменить ничего нельзя, и нужно смириться с существующим положением вещей. Это приводит к разочарованию и неудовлетворенности. Неудовлетворенность жизнью. Не всегда удается получить ту работу, которую хочется. Не всегда семейная жизнь отвечает ожиданиям. А иногда человек долго не может разобраться в своих желаниях. Если не делать попыток что-то изменить, это может привести к ощущению скуки и бессмысленности жизни. Отсутствие новых впечатлений. Порой даже очень хорошая жизнь может наскучить, если не привносить в нее что-то новое. Это знакомство, путешествия, хобби. Переутомление. Сильная усталость может привести к понижению интереса ко всему. В этом случае надо просто отдохнуть, выспаться или сменить обстановку. Итак, как справиться со скукой? Творчество, хобби. Хороший способ привнести что-то новое в свою жизнь. Часто бывает, что в детстве очень хотел заниматься рисованием или петь, но как-то не удалось. А когда стал взрослым, казалось, время уже ушло. В современном мире существует очень много возможностей для взрослых научиться чему-то новому. Языки, компьютер, дизайн, фотография, танцы и так далее. Широкий выбор того, чем можно увлечься. Общение. Несмотря на то, что сейчас очень много общения в социальных сетях, его все равно не хватает. Не потому, что человеку не с кем поговорить, а потому, что не получается обсуждать важные вещи. В этом случае могут помочь клубы по интересам или психологические группы. Переоценка ценностей. Иногда даже хорошо остановиться, немного поскучать и спросить себя, действительно ли я живу той жизнью, которой мне хочется, нравится ли мне работа, удовлетворяет ли общение с окружающими меня людьми и тому подобное. Если ответ положительный и все устраивает, то можно продолжать дальше в том же духе, если же нет, то стоит задуматься, что стоит изменить. Смена обстановки. Порой стоит даже на один день куда-то уехать, чтобы посмотреть на жизнь по-новому. Самое главное – перестать бояться перемен и новых возможностей, которые могут помочь обогатить жизнь и сделать ее интересной.